Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим те орхидеи, работу с которыми на канале я недавно показывала, совершенно недавно. Вот эта орхидея моей сестры, которую я омолодила. Прошли сутки после омоложения. Ну, чуть-чуть не хватает нескольких часов. 3 часа не хватает. Ну, будем считать сутки. Вот что сейчас на орхидее происходит. Вы помните, что корневая система, с которой я пересаживала эту орхидейку, она была достаточно подсушена, она была хорошая, и в посадку пошел весь новый грунт, в том числе новая кора, которая, можно сказать, еще пока не влагоемка. И вот сейчас, по прошествии одних суток, я сделаю полив этой орхидеи. Ну, хочу сегодня аминосил взять. Я сейчас стала достаточно часто пользоваться аминосилом, поливая растения после пересадки. Первый раз поливая. Вот, я всегда разбавляю следующим образом. Не так, как рекомендует производитель. Я аминосил разбавляю 2,5 мл на литр воды. То есть на 2 литра, вот здесь у меня 2 литра, я взяла 5 миллилитров. Был у меня вопрос. Ирина, стали покупать многие, кто сейчас увидел мои видео, стали приобретать этот препарат, эти аминокислоты. Кто-то говорит пахнет, кто-то говорит не пахнет. Что, неужели это подделка? Девчонки, не могу ничего по этому поводу сказать. Единственное, что могу прокомментировать, это то, что он реально пахнет, когда он в таком концентрате. Пахнет он, я вам сказала. Так, слушайте, а сейчас он уже не пахнет. Он вообще не пахнет. Я в шоке. Помните, когда первый раз я вам его показала? Это же этот флакон, который я купила на Озоне. Он пах, когда открыла вот разведенными органическими выделениями. А здесь нету запаха. Девчонки, вот вам. Хорошо, что я подняла этот вопрос. Вот вам и пожалуйста. Буду новое открывать. Я уже там на ощупь тоже ощущу и расскажу вам. Не пахнет вообще. Перестал пахнуть. Но не думаю, что свойства его потеряны, потому что здесь вообще не ограничен срок его использования. Смотрите, срок годности не ограничен. Вот. Сейчас я стала поливать первый раз с аминосилом. Орхидеюшки, у которых корневая система полноценная и хорошая. Не те орхидеи, которые, например, там на наращивание ставлю, да, где корней нет, а именно те, которые имеют корневую систему. Пользоваться любыми органическими составами, удобрениями целесообразно и возможно, если вы можете обеспечить растениям хорошую подсветку в зимнее время. Потому что есть комментарий, Ирина 2 месяца пользовался мужчина, мне написал, никакого эффекта. И вот вы знаете, вот этот комментарий мы стали обсуждать ВКонтакте с девчонками. И мне объяснили, девушка Алевтина, она мне тоже написала: Ирина, вы знаете, вот я применяла, несколько раз полила, эффекта не было. Но растения у меня находились в зимнее время без дополнительной подсветки. Как только я орхидеи поставила под дополнительную подсветку, когда появилась такая возможность, вот проницаемость мембран в условиях хорошего освещения, она очень-очень высока, мембран клеток. И, собственно, вот все наши препараты, которые мы даем по корням, они начинают прекрасно поглощаться корневой системой. Наливаю воды. Так, достаточно. Вы помните, целостная корневая система абсолютно. Там такая борода пошла в посадку из корешков. И я почему вот столько налила воды? Потому что я хорошо помню, на каком уровне у меня находится отрезок углубленного ствола этой орхидеи. Оставляю на 20-30 минут. Это первый полив. Пень. Что я сегодня с пеньком сделала? Ничего особенного.
Так как сюда пошел грунт из старой посадки этой орхидеи, он был такой, ну, полувлажненький, он уже является достаточно хорошо влагоемким. Вы видели, какая там масса, да? Это уже такая органическая масса, которая подверглась естественному процессу перепревания. Но корневую систему пенька я засыпала именно этим субстратом для того, чтобы не менять экосистему. Вот, я просто по поверхности сегодня из опрыскивателя увлажнила верхний уровень. И немножко у меня увлажнились корешочки. Пеньку больше не надо. Об особенности полива пенька с корнями я вам много-много раз на канале рассказывала. Что нужно делать? Даже при пересадке этой орхидеи я тоже уделила внимание поливу пеньков с корневой системой. Пусть даже там 1-2 листика есть или вообще листиков нет, но нужно уменьшать количество поливов и частоту, и объем воды. Ну и что? Сейчас я вам покажу. Давайте сразу скажу, что через 20-30 минут после заполнения объема вот этим раствором я его просто методом переворота весь вылью, весь, ничего оставлять не буду. Все, это будет первый полив. Это орхидеи. Ну а теперь я так думаю, что именно то, что вы ждете. Смотрите, прошло ровно 2 суток после того, как я пересадила морелию и биглип в экспериментальный грунт, по крайней мере для меня и для многих моих зрителей, то есть для вас, потому что работать с этим субстратом я начала буквально в том видео 2 дня назад. Сейчас я вам покажу, как я полила и как выглядит корневая система. Первое, что могу сказать. Значит, как я вам и говорила, и 1, и 2 горшок после пересадки в этот экспериментальный для меня грунт я по поверхности опрыскивала через 5 часов после пересадки чистой водой из опрыскивателя. Буквально вот так, закрывая шею с одной стороны и с другой стороны. Я это сделала крайне аккуратно для того, чтобы мне приучать воздушную корневую систему, особенно этой орхидеи, вот этого биглипа, работать в грунте. Потому что вы видели, что вся плохая часть пропавших корней была мной просто чисто, безжалостно отрезана. Давайте морелью покажу. Значит так, первый полив, вот даже не полив, а вот эти опрыскивания, через несколько часов, 5 часов прошло, я опрыскала. На следующий день, через сутки, вот вчера вечером я подошла. То есть это получается, да, все верно. Через 5 часов я опрыскала, и через сутки я вечером подошла. И по поверхности просто из груши через объем грунта налила воды в уровень циафлоры. Вот в циафлоры я налила воды половину уровня циафлоры. Сейчас уже, видите, уровень воды опустился. За счет чего? Понятное дело, физические процессы, которые происходят, да, как я вам и говорила, собственно, вот эта миксовка, где триферн, совмещенный с корой, будет капиллярными свойствами своими увлажнять всю поверхность объема. Вот даже вот здесь вот я проливала, здесь он влажненький, вы видите, а вот здесь я не проливала, видите, сухо, но он здесь тоже мокрый, триферн, грунт мокрый. То есть капиллярные свойства этого субстрата я заметила. Дальше могу сказать по весу горшочек. Вот видите, вот он не легенький, он прям вот прям чувствуется, да, даже на видео видно, что горшочек хорошо полит и хорошо взял воду. Вот в этой ситуации не переувлажнить. Это наша с вами первостепенная задача. Поэтому вся вода, которая у меня сейчас спустя ночь после полива, да, и оставления воды в дренажном уровне, эта вода сейчас мной полностью удалится из внешнего горшка. И вот так я поставлю орхидею для того, чтобы мне понять физические свойства этого субстрата и вывести формулу правильного полива для этих орхидей. Я переставила видеокамеру так, чтобы свет падал на горшок, и вы увидели после полива цвет корней и как они наполнились. Помните, когда я пересаживала, я вам сказала, что несколько корней подсушенных я удалять не буду,
потому что они выглядели просто сухими, они выглядели не пораженными никакой грибковостью. И вот посмотрите, сейчас произошло ровно то, что я ожидала. После того, как я полила эту орхидею, именно эти подсушенные корешочки, они стали расправляться. Видите, они наполнены. У морели, кстати, не толстые корни, они такие не толстый, не совсем тонкий. Даже вот этот корешок, который был сухой, он тоже стал, видите, он воды взял. Но он, конечно, цвет у него видоизменен за счет того, что там может быть действительно веломен, который уже прошел точку невозврата. Вот. Вот так корневая система сейчас располагается в посадке и выглядит. Хорошо, что здесь я сделала дренажное отверстие, все-таки для того, чтобы понять системность, правильность поливов для этого субстрата, я буду делать пока вот такие дренажные отверстия в стенках горшка, для того, чтобы мне не повредить, не увести корневую систему в пропадание. То есть банальные переливы могут тоже уничтожить корневую систему без всяких грибков и бактерий. Вот так. И я вам могу сказать, что спустя 2 суток вот этот листочек, он был какой-то, ну помните, совсем плохенький. Повеселела. Повеселела красотка еще как. Вот это вот такая восковая форма на лепестках. Видите, это не грязь, ничего. Это орхидея, в принципе, вот. Это защитный слой на листиках растения. Вот. И состояние, сами видите, вы помните, с какой листвой я пересаживала эту орхидею? Вот, пожалуйста, уже вот более-менее все стабилизация. И давайте по биглипу. Биглип. Здесь то же самое. Я проливала по вот этому краю, вот этому, где была у меня возможность подлезть. Сюда я не наливала воду. Через 5 часов первый раз я опрыскала по поверхности немножко для того, чтобы мне воздушную корневую биглипа, а этот биглип пересаживался только с воздушной корневой системой. Ну, мы с вами, как я скажу, всегда просто делаем такую градацию между грунтовой корневой системой, которая умеет работать в грунте, и воздушной корневой системой. Я понимаю, что у орхидеи корневая система, она единая, но те корни, которые работают в грунте, у них есть определенная способность, которую они развивают со временем и благополучно растут, размножаются, развиваются в грунте, именно корешочки. А воздушные, они никогда не работали в грунте, и для того, чтобы их заработать именно в этом, собственно, грунте, нужно приложить усилия и не увести воздушную корневую систему в перенаводнение. Вот также я опрыскала через 5 часов и через сутки после пересадки первый раз проливом водичку дала в уровень цеофлоры, которая располагается во внешнем горшке, не в горшке с посадкой. Я вам говорила почему, потому что мне нужно было выиграть объем в горшке, а цеофлора будет нести свой функционал именно вот находясь в этом уровне. Забирать лишнюю воду. Аэрация нижнего слоя посадки этой орхидеи, этого биглипчика, она достигается за счет кокосового волокна. Посмотрите, как воздушно располагается кокосовое волокно, и здесь хорошее воздушное пространство. А корешочки, я вам могу сказать, на зависть. Чудесный отклик растения спустя 2 суток после размещения воздушной корневой системы в грунт. Поэтому всегда вам говорю, девчонки, не спешите сильно, объемно, много поливать. Не спешите. Воздушная корневая система, которая не умеет работать в грунте и брать воду из мокрой коры, ей нужно приспособиться к этим условиям. Тем более мы добавили очень капиллярный воздухопроницаемый компонент, но одновременно он еще и способен держать посадку достаточно долго влажной. Я имею в виду триферм. Вот смотрите, зелененький уже, хорошенький, водички налила. Я вчера ей вот так, чуть-чуть, вот так, совсем. Уже вода ушла в уровень цеофлоры. Видите, вот она там стоит. Все, она ушла из этого горшочка. Воздушность здесь сохраняется за счет кокосового волокна. И посмотрите, какие же они классные. Зелененькие, чумачетшие.
И я вижу, что эти корешочки, позеленев, они не переувлажнены. Посмотрите, это видно, это очень хорошо видно. Вот, посмотрите, какая прелесть. А они были беленькими, такими серебристыми и только воздушными. Вот, я очень надеюсь, что все-таки корневая система этого биглипа... Ой, у нас такие шапки с крыши падают, снега, у нас снегопад жуткий. Пройти никуда невозможно. Прям мимо меня сейчас сугроб пролетел. Обалдеть. Снежок огромный. Так вот на голову кому-нибудь ляжет и все. Вот, посмотрите, какая корневая система классная. Все, вот смотрите, еще обращаю ваше внимание. Вот этот листик, он был нормальный. Сейчас, как я вам, собственно, и говорила, пока заработает корневая система, энергия нижних листьев, так как растение находится в посадке только с воздушной корневой системой, энергия нижних листьев, она будет уходить. Вот видите, пошло увядание самого нижнего листика. Это ничего страшного. Не трогайте, не бейте тревогу. Вот смотрите, абсолютно нормальное, естественное увядание. И, кстати, я заметила, вот обработала я одну и вторую привикуром. Я вам могу сказать, неоднократно делала выводы следующего содержания. Когда растение мной лечится по корням привикуром, я подаю этот препарат, это системный препарат, который через корни хорошо попадает в сок растения и, собственно, начинает там защищать растение и лечить его. Очень часто нижние листики вот у таких ослабленных орхидей или больных орхидей, которые я лечу, они начинают вот так выжелтевать. Я это замечала не раз. Это нормальная история, ничего страшного, бояться ничего не стоит. Но я вам могу сказать, что вот здесь я уже вижу хорошую динамику. Вот эти листочки, они уже очень-очень, между прочим, мило выглядят. То есть я даже согласна на то, что орхидея съест все эти свои листья, останется на ней очень хорошая классная макушка. И вот так вот орхидея начнет дальше по стволу растить новые корешочки. Все, спустя 2 суток я начинаю крайне аккуратно приучать работать воздушную корневую систему биглипа, работать именно в грунте. У биглипа вода в уровне циафлора никуда выливаться не будет, потому что здесь очень хороший толстый слой кокосового волокна, и там только воздух. Поэтому вот сейчас вот так ставлю. Она у меня стоит под хорошей подсветкой, вот там. Видите, вот эта вот очень классная лампа, 50 Вт, она стоит как раз под ней. И у орхидеи происходит правильный поток освещения, для нее дается. Так, все, я вам все рассказала. Поэтому первое наблюдение через 2 суток после применения вот этого нового для меня абсолютно какого-то космического субстрата, ну, пока меня обнадеживают и успокаивают. Реакция растений на пересадку в этот компонент очень-очень правильные. И те, которые, собственно, я и ожидала. Но сейчас мне необходимо понять, как поливать эти растения и вообще растения в посадке с этим субстратом триферн. И расскажу вам обязательно об этом. Дальнейшие видео об изменениях на этих орхидеях в экспериментальных для меня посадках обязательно будут на канале. И вот посмотрите, не показала вам, у нее стали восстанавливаться цветочки. Вы помните, на момент пересадки у этой орхидеи очень сильно были вялыми цветы. Вот, посмотрите. Я, конечно, понимаю, что можно было отрезать цветонос и как бы, работать с верхней частью орхидеи, с листьями, с корнями нижними, да. Но здесь я вам сказала, давайте не буду отрезать, все-таки посмотрим, что и как будет восстанавливаться. И возможно ли действительно в такой посадке с компонентом триферн получить результат восстановления без каких-то экстренных методик отсечения хорошего, красивого цветоносика. Ну, необыкновенно, мне жалко его было. Посмотрите, он прям кричит: мамочка, я же уже водички напился, не нужно меня отрезать. Это он так со мной разговаривает. Посмотрите, видите, цветочки-то восстанавливаются, значит, все хорошо, слава богу. Пока трогать не буду. Ну что, у меня на сегодня все.
Все вам показала, рассказала, что хотела, что посчитала необходимым, потому что эта информация очень важна, как для меня, так и для вас. Желаю вам здоровья, благополучия. Если что-то еще осталось для вас не совсем понятным, задавайте вопросы. Сниму видео, объясню, поясню. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока. До новых встреч.